Страна, которую весь мир привык считать эталоном. Кажется, тут все идеально. Высокий уровень жизни, бесплатные школы и медицина, зеленая энергетика, ровные дороги, спокойные люди. Рейтинги счастья, экологии, безопасности только укрепляют этот образ. Снаружи мечта, но стоит копнуть глубже, как открывается совсем другая реальность. Эти рейтинги базируются на субъективных опросах, а не на объективных данных. А культура молчания в Швеции приучает не жаловаться. Даже если человек живет в тревоге и усталости, он чаще скажет, что у него все хорошо. Иллюзия поддерживается самим обществом, где внутренние проблемы не принято выносить наружу. Да, налоги действительно высокие, и государство покрывает многое. Но нагрузка растет, население стареет, мигрантов становится больше, бюджет трещит по швам, учителя выгорают, врачи уезжают в соседние страны, полиция жалуется на нехватку людей и ресурсов. Социальная система, когда-то казавшаяся вечной, все чаще дает сбои. Все больше семей зависит от пособий, не имея шансов выйти на рынок труда. Многие живут в районах, где не чувствуют себя частью страны. Появляются параллельные миры. Одни платят, другие получают, но почти не пересекаются. Иллюзия шведской гармонии держится на доверии, но и на привычке не замечать трещины. Швеция до сих пор выглядит как мечта, особенно для тех, кто смотрит издалека. Но мечта — это не всегда правда. Иногда она просто хорошо оформленная легенда. До середины 2010-х годов в шведских отчетах почти не упоминались уязвимые районы. Так официально называют кварталы с высоким уровнем безработицы, бедности, плохим знанием языка и влиянием преступных группировок. Но по мере роста миграции и ухудшения ситуации полиция была вынуждена признать проблему. В 2015 году таких районов было 15. В 2021 уже 61. Некоторые из них получили статус особо уязвимых. Это означает, полиция сюда почти не заходит, а власти теряют контроль. Здесь действуют параллельные структуры, решаются споры по понятиям, а преступность стала частью обыденности. В таких местах растет число нападений, взрывов, убийств. Школы теряют педагогов, дети мотивацию учиться. Молодежь легко втягивается в преступные группировки, где есть деньги, статус и сила. Женщины боятся выходить на улицу вечером. Так растет новое поколение, для которого государство — чужой элемент. И при этом официальная риторика долгое время старалась не называть вещей своими именами. В Швеции опасаются стигматизации, поэтому даже обсуждение проблемы считалось нежелательным. Полиция жаловалась, что ей запрещают открыто говорить о происходящем. Медиа, боясь обвинений в расизме, предпочитали молчать. Только под давлением фактов риторика начала меняться. Но доверие уже разрушено. И вот она, настоящая зона молчания. Не там, где тихо, а там, где все боятся сказать правду. Швеция долго ассоциировалась с безопасностью. Ее называли тихой гаванью Европы, со страной без уличной преступности, с высоким доверием к полиции и низким уровнем насилия. Но в последние годы картина изменилась. Взрывы, стрельба, разборки между преступными группировками — все это стало частью повседневности. В 2022 году зафиксировано 90 взрывов, в 2023 уже более 100. Такие цифры раньше казались невозможными. Преступные кланы, часто состоящие из мигрантов во втором или третьем поколении, делят между собой районы, рынки сбыта, влияния. Конфликты решаются с помощью оружия и взрывчатки. Под удар попадают не только члены банд, но и случайные люди, включая детей и прохожих. Полиция признает, что не справляется, у преступных сетей есть ресурсы, логистика, связи, а у государства все меньше рычагов. Самое тревожное, преступники выросли внутри страны, в шведской системе, но остались вне ее ценностей. Это не внешнее вторжение, это внутренняя трещина, которую не хотели замечать. Политики годами замалчивали ситуацию, не желая признавать, что шведская модель дала сбой. СМИ старались не драматизировать и не будоражить общество, но когда взрывы звучат рядом с детскими садами, молчание становится невозможным. Страна, которая казалась образцом стабильности, больше не может прятать проблемы за фасадом. И если общество вовремя не проснется, фасад рухнет, с грохотом, который уже не получится не услышать. Одна из самых болезненных тем для Швеции — это гангстерская культура, которая прочно укоренилась среди молодежи. Если раньше преступный мир был скрытым и во взрослом, то теперь в центре подростки. Все чаще в роли исполнителей преступлений оказываются дети. Им еще не исполнилось 18. Их нанимают для перевозки оружия, шантажа, поджогов, а иногда даже для убийств. Почему именно подростки? Потому что наказание для них мягче, а влияние на них легче. Криминальные группировки играют на ощущении принадлежности, силы, деньгах и признании. Молодые ребята, не видящие перспектив, легко поддаются такому соблазну. Уличные банды вроде Foxtrot или Dödspatrullen становятся не просто структурами, они превращаются в символы.
Музыка, соцсети, уличный стиль — все это переплетается в культ, где насилие — способ заявить о себе. Школы и социальные службы признаются, они не успевают, контакт с детьми теряется, а сигнал тревоги поступает уже тогда, когда человек вовлечен слишком глубоко. Даже учителя боятся вмешиваться, зная, что за углом может стоять брат или дядя ученика, связанный с криминалом. Появляются целые районы, где дети с малых лет играют в бандитов, а взрослыми становятся уже с оружием в руках. Власти пытаются разработать программы профилактики, но молодежь уже живет в своей реальности. Гангстер — это не преступник, это новый кумир. И этот культ становится опасной повседневностью. Швеция известна как одна из самых щедрых стран по отношению к мигрантам. Государство предоставляет жилье, пособие, бесплатное обучение и медицинскую помощь. Это казалось образцом гуманизма и солидарности. Но после волны миграции, особенно начиная с осени 2015 года, система оказалась перегруженной. Муниципалитеты не справлялись. Школам не хватало переводчиков, врачам — времени, социальным службам — ресурсов. При этом ожидания приезжих и реальность начали резко расходиться. Многие иммигранты, особенно из стран с низким уровнем образования, не могли быстро интегрироваться. Языковой барьер, культурные различия, травма переезда, трудности с трудоустройством — все это замедляло процесс. Начали формироваться замкнутые общины, которые живут по своим правилам, не имея контакта с остальным обществом. Это усилило напряжение. Некоторые районы превратились в этнические однородные анклавы, где шведский язык и культура почти не встречаются. У местных — раздражение, у мигрантов — изоляция. Популистские партии подняли на щит идею Швеции для шведов, критикуя щедрость системы. Все чаще звучат голоса, требующие закрыть границы, ужесточить правила, сократить выплаты. Страна, которая еще недавно была символом открытости и равенства, теперь стоит перед тяжелым выбором — сохранить лицо или изменить правила. Но, возможно, времени на размышления уже нет, и счет идет на месяцы, а не на годы. Швеция долгое время гордилась своей толерантностью. Здесь старались избегать любых оценок, которые могли бы показаться дискриминационными. Но когда ситуация стала выходить из-под контроля, говорить о проблемах оказалось сложно. Даже в случае тяжких преступлений полиция и СМИ часто не указывали национальность подозреваемого. Аргумент был один — не провоцировать волну ксенофобии. Но в обществе это вызывало другое чувство — недоверие. Люди ощущали, что их пытаются уберечь не от преступлений, а от правды. Так появился термин «шведское молчание». Он описывает ситуацию, когда очевидные проблемы замалчиваются во имя политкорректности. Некоторые журналисты рассказывали, что их материалы редактировали, убирая упоминания об этническом происхождении преступников. Даже академические исследования попадали под внутреннюю цензуру, если поднимали неудобные темы. Этот страх быть неправильно понятым стал тормозом для общественной дискуссии. В то же время в соцсетях росло количество домыслов, слухов и искажений. Именно потому, что официальные источники предпочитали молчание. Появился вакуум, который быстро заполнили популисты, блогеры, а также радикальные активисты. Каждый говорил свою правду, потому что настоящий никто не слышал. Швеция оказалась в ловушке между желанием не обидеть и необходимостью называть вещи своими именами. И когда молчание длится слишком долго, любое слово звучит как вызов системе. Модель шведского равенства всегда считалась эталоном. Минимум иерархии, максимум доверия. Здесь все на «ты», включая сотрудников полиции, врачей и даже министров. Но когда система сталкивается с новыми вызовами, ее слабые места проявляются особенно ярко. Полиция, связанная юридическими и этическими ограничениями, не может эффективно работать в районах с высокой преступностью. Учителя не имеют права удалять агрессивных учеников, даже если те срывают уроки или угрожают другим. Социальные работники перегружены настолько, что реагируют только на самые острые случаи, игнорируя сигналы, которые еще можно было бы исправить. Все это следствие модели, где свобода личности стоит на первом месте. Но что делать, когда одни используют эту свободу против других? Преступники знают границы системы и умело ими пользуются. Например, подростка, пойманного с оружием, могут отпустить в тот же день, потому что он несовершеннолетний. Полиция может точно знать, кто организует наркоторговлю, но без признания или улик бессильно. А свидетели боятся говорить. Шведская модель построена на доверии, но в среде, где это доверие не разделяют, она начинает разрушаться. Люди теряют веру в институты, ведь те не могут обеспечить даже базовую безопасность. Власти признают, действующие законы устарели, но любые реформы встречают ожесточенное сопротивление. Ведь менять законы значит признать, что старый путь больше не работает.
Шведская школьная система долгое время считалась образцовой. Высокий уровень грамотности, свободная атмосфера, внимание к психологии ребенка — все это вызывало уважение и зависть. Но в последние годы школы стали передовой линией скрытого конфликта. Учителя сталкиваются с вызовами, к которым их не готовили. Агрессия, культурные противоречия, страх говорить прямо. В классах все чаще появляются ученики, не говорящие по-шведски, а вместе с ними тут и новые правила. Учителя жалуются, что им запрещают поднимать некоторые темы, чтобы не задеть чувства родителей. Уроки биологии, сексуального воспитания, истории все чаще становятся поводом для жалоб. В некоторых школах стали избегать рождественских праздников и традиционных песен, чтобы не обидеть представителей других религий. Вместо равенства молчаливое самоограничение. В одной из школ Стокгольма родители потребовали убрать книги с иллюстрациями, где девочки играют в футбол. Аргумент: это противоречит их культурным представлениям. Администрация пошла навстречу. В другой школе отказались от обсуждения прав человека, чтобы избежать конфликтов. Появился страх не только у педагогов, но и у учеников, не понимающих, какие границы сегодня допустимы. Школьная среда, которая должна быть местом интеграции и развития, все чаще становится ареной уступок. Учителя теряют авторитет. Некоторые боятся конфронтации и молчат. Свобода слова отступает под давлением страха. И если раньше школа формировала личность, то теперь она боится ее задеть. Многие десятилетия Швеция оставалась в стороне от глобальных конфликтов. Нейтралитет был ее визитной карточкой. Эта позиция обеспечивала стране уважение и стабильность. Но последние события перевернули все. Вступление в НАТО стало настоящим шоком для многих шведов. Это решение вызвало бурные споры внутри страны. Одни говорили: это необходимый шаг ради безопасности. Другие утверждали, что Швеция теряет свою уникальность и принципы. Сама процедура вступления оказалась не такой простой. Турция блокировала процесс, требуя экстрадиции нескольких курдских активистов, живущих в Швеции. Это вызвало волну критики. Страна оказалась в политической ловушке: сохранить репутацию демократического государства или уступить ради стратегического союза. В итоге часть требований Анкары была выполнена. Шведские власти изменили законы о терроризме, упростили процесс депортации, а несколько лиц действительно были высланы. Для многих граждан это стало тревожным сигналом. Ради внешнеполитических целей государство готово идти на компромиссы, которые еще вчера казались невозможными. Вступление в военный блок, от которого Швеция десятилетиями держалась в стороне, стало не просто шагом в сторону Запада. Это символ отказа от старых принципов, на которых строилась вся внешняя политика. В обществе растет тревожность. Люди чувствуют, страна меняется и уже не так ясно, в какую сторону. А когда нет понимания курса, каждое решение власти воспринимается как эксперимент. Для многих Швеция ассоциируется с качественной медициной: бесплатное лечение, доступные услуги, высокий уровень врачей. Но за этой витриной прячется совсем другая реальность. Система здравоохранения перегружена, и с каждым годом ситуация только ухудшается. В некоторых регионах ожидание приема у терапевта может занять недели. Попасть к узкому специалисту — месяцы, а иногда и дольше. Особенно тяжело в небольших городах и сельской местности. Там не хватает кадров, больницы закрываются, а врачи перегружены до предела. Пандемия только усугубила ситуацию. Персонал выгорел, а число обращений выросло в разы. Многие пациенты жалуются, что не могут получить даже базовую неотложную помощь. Очереди в приемных растут, а цифровые системы записи не справляются с потоком. Частные клиники стали спасением, но только для тех, кто может себе это позволить. Это разделение бьет по принципам социальной справедливости. Возникает новый водораздел между теми, кто может заплатить, и теми, кто зависит от государственной системы. Врачи и медсестры уходят из профессии. Причина — высокая нагрузка, недостаток поддержки, эмоциональное выгорание. Молодые специалисты не хотят работать по старым правилам. Общество привыкло доверять системе. Но когда скорая приезжает не через 10 минут, а через час или вовсе не приезжает, вера начинает трещать. Шведская модель медицины требует реформ, но изменить ее значит значит признать, что идеал больше не работает. Швеция всегда гордилась своей природой. Озера, леса, чистый воздух – все это часть национальной идентичности. Экология – это не просто тренд, а одна из основ государственной политики. Но даже здесь не все так идеально. Страна активно развивает зеленую энергетику, особенно ветропарки. Однако местные жители все чаще выступают против. Причина – постоянный шум, разрушение ландшафта, а также угроза для перелетных птиц.
Некоторые общины жалуются, что их мнение игнорируют, а решения принимаются без открытого обсуждения. Ветропарки устанавливаются рядом с жилыми домами, не оставляя людям выбора. Другой пример – добыча полезных ископаемых для аккумуляторов. Швеция активно участвует в производстве литиевых батарей, необходимых для электромобилей и систем хранения энергии. Но ресурсы надо где-то брать. Разработка новых месторождений вызывает конфликты с коренными жителями, саамами. Их традиционные земли превращаются в промышленные зоны. Образ жизни, передаваемый из поколения в поколение, оказывается под угрозой. Даже система переработки мусора, которой так гордятся шведы, имеет изъяны. Часть отходов сжигается, увеличивая выбросы углекислого газа. А импорт мусора из других стран превратился в бизнес со своими рисками. Парадокс в том, что, стремясь быть экологической сверхдержавой, Швеция сталкивается с экологическими и этическими дилеммами. И каждый зеленый проект все чаще вызывает протест, а не гордость. Швеция считается одной из самых технологически продвинутых стран мира. Здесь появились такие гиганты, как Spotify, Skype, Klarna и десятки других инновационных компаний. Цифровизация проникает во все сферы, от банковских операций до школьного образования. Наличные деньги почти исчезли. Даже старшее поколение привыкло оплачивать покупки смартфоном. Гражданин без банковского приложения оказывается практически изолирован от повседневной жизни. Но за этим удобством скрываются новые уязвимости. Люди становятся полностью зависимыми от цифровой инфраструктуры. Сбой системы оплаты, и ты не можешь купить билет, заплатить в магазине или даже попасть в здание. А если выйдут из строя государственные базы данных, парализуется работа служб, от налоговой до медицины. Возникает новый вид цифровой уязвимости. Обеспокоенность вызывает и безопасность персональных данных. Кибератаки на муниципалитеты, школы и больницы участились. В один из случаев хакеры заблокировали целый архив медицинской информации. Но тревожит не только это. Несколько частных компаний фактически контролируют цифровое пространство страны. Они управляют платформами, где проходят платежи, хранят документы, выдают доступ к государственным услугам. Их решения не всегда прозрачны, но от них зависит повседневная жизнь миллионов. Получается, что ради комфорта и скорости страна добровольно передала контроль, а в цифровом мире вернуть его куда сложнее, чем потерять. Снаружи Швеция выглядит как образец стабильности. Высокие доходы, сильная экономика, социальные гарантии. На фоне многих стран это почти утопия. Но внутри общества все заметнее накапливается напряжение. Политическая поляризация становится нормой. Одни уверены, что страна движется в верном направлении, другие считают, что Швеция теряет свою идентичность и превращается в чужое пространство. Уровень доверия к власти падает. Все больше избирателей голосуют за радикальные партии, как с левой, так и с правой стороны. Люди чувствуют, что система работает не для всех. Кто-то получает все – внимание, поддержку, ресурсы, кто-то лишь счета и ожидания. Возникает ощущение двойных стандартов. Тем, кто громче, уступают, тем, кто молчит, приходится терпеть. Средний класс теряет уверенность в завтрашнем дне. Молодежь говорит о будущем с тревогой. Люди, приехавшие в страну за безопасностью, чувствуют себя чужими. Пожилые боятся, что их Швеция исчезает. Все это создает ощущение внутреннего дрейфа. Внешне система еще работает. Школы, больницы, полиция, банки. Но внутри растет недоверие, раздражение, страх. Швеция стоит на распутье. Ее прежние модели трещат под давлением новых вызовов. Глобализация, миграция, цифровизация – все это меняет страну быстрее, чем она успевает осознать. И главный вопрос остается без ответа. Кем Швеция станет завтра? Страна будто замерла, в ожидании поворота, который все изменит.